Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня я для вас подготовила очень простые следки. Они вяжутся очень просто, но выглядят очень красиво и эффектно. На ножке сидят отлично. В данных следках идет два шва. Один шов по подошве, но шов, смотрите, совсем незаметный, без каких-либо выпуклостей. Ножки никакого дискомфорта вашей не принесет. И второй шов по мыску. Данные следки я вязала из пряжи Alizella на Gold Classic. Метраж данной пряжи в 100 граммах 240 метров. Состав 51% акрила, 49% шерсти. Вязала спицами номер 3,5 миллиметра. Прежде чем приступать к вязанию вот таких вот замечательных следков, давайте разберемся с принципом их вязания, чтобы вы по данному видео могли связать эти следки на любой размер ножки. Следки вяжутся из такой вот заготовки. Смотрите, можно их связать однотонные, можно несколько цветов взять, как в моем случае 2 цвета, а можно и больше цветов. Это на ваше усмотрение. Получается, я вяжу свои следки на размер ножки 37. Но так как полотно хорошо тянется, мои следки подойдут на размер ножки от 36 до 38. Ширина заготовки должна получиться у всех 10 сантиметров. Поэтому, так как плотность вязания у всех разная, могут быть спицы, пряжа разная. Добавляем вот здесь вот петли до тех пор, пока у вас не получится 10 сантиметров ширина вашего полотна. Я в данной заготовочке добавляла петли, начиная с 3 петель и добавляла до 17 петель. И именно 17 петель у меня составили 10 сантиметров ширину моей заготовки. Если вам, допустим, мало этого количества петель, либо много, вы регулируете под свою плотность вязания. По длине здесь надо рассчитывать для каждого размера длину. Смотрите, так как я вяжу свои следки на размер ножки 37, я сбоку оставлю таблицу, где для каждого размера ноги соответствует своя длина стопы. Для размера 37 соответствует длина стопы 23,5 сантиметра. Но так как следок идет как с одной стороны, так и со второй, поэтому я 23,5 сантиметра умножу на 2. И это у меня получается 47 сантиметров. Я от 47 сантиметров отнимаю 6 сантиметров на растяжение, чтобы у нас хорошо следки сидели на ножке и никуда не спадали. И это получается 41 сантиметр. Поэтому длина моей заготовочки должна быть 41 сантиметр. Но так как вот эти вот острые уголочки не входят в длину нашего следка, мерим не от самого уголочка, а отступаем примерно вот один ряд. Мои следки, как я и рассчитала, получились 41 сантиметр. Если мерить от самого уголочка начала до самого конца, это получается 42 сантиметра. Я эти 42 сантиметра делю на две части, так как вот у меня одна часть и вторая должны быть равные. И у меня получается, что каждым цветом я должна провязать 21 сантиметр. Вы рассчитываете все расчеты под свой размер ноги. Получается, сначала мы добавляем петли, затем вяжем обычным ровным полотном и в конце мы убавляем петли. Надеюсь, что принцип вязания данных следков вам понятен и ясен. Берем пряжу, спицы, иголочку для сшивания следков, крючок и приступаем к вязанию вместе со мной. Обычным способом набора с помощью длинного хвоста я буду набирать 3 петли. Кончик оставляете чуть-чуть подлиннее, чтобы этим кончиком сшить один из швов наших.
Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, провязываю 1 лицевая и последняя петля кромочная провязывается изнаночной петлей. Это у нас был установочный нулевой ряд. Он шел у нас по изнаночной стороне. Переворачиваю вязание на лицевую сторону. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее обвиваю пальчик рабочей ниточкой и делаю вот таким вот образом накид. Провязываю 1 лицевая петля и перед последней кромочной петлей я также делаю второй накид. Обвиваю пальчик рабочей ниткой и набрасываю вот эту вот петельку на правую спицу. Последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной. Получается, мы делаем накиды после первой кромочной петли и перед последней кромочной петлей в каждом лицевом ряду. Переворачиваю вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю. Накиды провязываем лицевой скрещенной за верхнюю стеночку петли короткую. Далее провязываю 1 лицевая и далее обратно у нас идет накид. Я его провязываю за короткую верхнюю стеночку лицевой скрещенной. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Третий ряд идет по лицевой стороне, поэтому в третьем ряду мы с вами делаем еще 2 накида. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Сразу после первой петли я делаю накид, обвиваю рабочей ниточкой наш пальчик и вот эту вот петлю набрасываю на правую спицу. Далее вяжу все петли лицевыми до последней кромочной петли. И перед кромочной последней петлей я делаю второй накид. Кромочную петлю провязываю изнаночной. Четвертый изнаночный ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, накид провязываю за верхнюю стеночку лицевой скрещенной. Далее все петли вяжем лицевыми до следующего накида. Накид провязываю лицевой скрещенной за верхнюю стеночку, последнюю кромочную петлю провязываю изнаночной. Лицевой ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, сразу после первой кромочной петли я делаю накид. Вяжу все петли лицевыми до последней кромочной петли. Перед последней петлей делаю обратно накид. И провязываю эту петлю изнаночной. Изнаночный ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, накид провязываю лицевой скрещенный. Далее провязываю все петли лицевыми до накида. Накид лицевой скрещенный и последняя кромочная петля вяжется изнаночной на протяжении всего вязания. И таким образом, чередуя лицевой и изнаночный ряд, я буду продолжать добирать петли, пока у меня на спице не получится 17 петель. 17 петель у меня будут составлять в ширину 10 сантиметров. Если у вас другая плотность вязания, добавляйте петли до тех пор, пока у вас ширина не получится 10 сантиметров. Получается, в лицевом ряду мы добавляем 2 петли. После первой кромочной петли мы делаем накид, и перед последней кромочной петлей мы делаем накид. Изнаночные ряды мы вяжем без добавления петель, накиды провязываем лицевыми скрещенными. Я прибавила петли, пока у меня на спице не получилось 17 петель, чередуя лицевой и изнаночный ряд. Прибавление петель у меня составило 4,5 сантиметра. Обязательно запоминайте вот это вот расстояние, сколько у вас получилось, чтобы в конце вовремя начать убавление петель. И далее я буду обычным ровным полотном продолжать вязать, пока не вывяжу необходимое количество сантиметров. По моим расчетам я должна синим цветом провязать 21 сантиметр вместе с прибавлениями петель. Получается, первая кромочная петля снимается, и далее все петли провязываю лицевыми. Последняя кромочная петля на протяжении всего вязания провязывается изнаночной петлей.
Переворачиваем вязание на изнаночную сторону и изнаночные ряды вяжем так же, как и лицевые. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и далее вяжу все петли лицевыми. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной. И вяжем так далее. Получается, все петли вяжем лицевыми, как в лицевом, так и в изнаночном ряду. Первая петля постоянно будет сниматься, последняя постоянно будет провязываться изнаночной петлей. Получается, вместе с прибавлениями петель я буду вязать до тех пор, пока у меня вот это вот полотно не получится 21 сантиметр. Вы вяжете столько сантиметров, сколько рассчитали в самом начале видео для своего размера ноги. Я провязала необходимую длину ниточкой синего цвета. Рабочую нить мы обрезаем и далее будем присоединять ниточку второго нашего цвета. Ширина моей заготовки, как я и говорила, 10 сантиметров. Длина 21 сантиметр. Вторую половину нашей заготовки я буду вязать ниточкой персикового цвета. Получается, как мы помним, 4,5 сантиметра это наше прибавление петель заняло. И далее 16,5 сантиметров я провязала обычным ровным полотном. И далее мне также нужно провязать 21 сантиметр. Сейчас я, получается, провяжу 16,5 сантиметров обычным ровным полотном, как мы делали это голубым цветом. И оставшиеся 4,5 сантиметра я оставлю на убавление петель. Чтобы вам проще было ориентироваться, можете посчитать, сколько у вас платочных дорожек провязано ниточкой первого цвета, в моем случае это голубым цветом, столько же вам платочных дорожек нужно провязать ниточкой, получается, второго цвета. У меня это будет персикового цвета. Прикладываю нитку персикового цвета, узелков я никаких не завязываю. Просто вот этих вот два кончика спрячем по изнаночной стороне самостоятельно. Первая кромочная петля, так как у нас идет смена цвета, я провяжу ее лицевой. И далее, как обычно, все петли мы провязываем лицевыми. Последняя петля кромочная провязывается изнаночной. Переворачиваю вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю. И далее я провязываю все петли лицевыми. Последняя кромочная петля провязывается на протяжении всего вязания изнаночной петлей. И таким образом я продолжаю вязать далее. Получается, ниточкой персикового цвета я провяжу 16,5 сантиметров. Либо можете посчитать, сколько у вас получилось платочных дорожек. В моем случае до убавления петель у меня провязано 28 платочных дорожек. Встретимся, когда вывяжем обычным ровным полотном вот эту вот часть персиковым цветом. Я вывязала 16,5 сантиметров ниточкой персикового цвета, либо 28 платочных дорожек, так же, как и у меня получалось ниточкой голубого цвета. И сейчас, получается, нам осталось 4,5 сантиметра вывязать. Это наше убавление петель. Первый ряд убавления петель. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее 2 следующие петли я провязываю одной лицевой за верхние правые стеночки. Далее вяжу все петли лицевыми, не довязывая 3 петли до конца ряда. У нас на левой спице осталось 3 петли. Я первую и вторую петлю также провяжу вместе одной лицевой за верхние правые стеночки. Последнюю петлю провязываю изнаночной, так как она у нас кромочная. Получается, мы с вами убавили петли сразу после первой кромочной петли и перед последней кромочной петлей. Второй ряд по изнаночной стороне. Первую кромочную петлю я снимаю, и далее я провязываю все петли лицевыми. Последняя кромочная петля на протяжении всего вязания провязывается изнаночной петлей.
Третий ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, вторую и третью петлю я провяжу 2 вместе одной лицевой за верхние правые стеночки. И далее я вяжу все петли лицевыми, не довязывая до конца ряда 3 петли. У меня на левой спице осталось 3 петли, я первую и вторую петлю провязываю 2 вместе одной лицевой за верхние правые стеночки. Последнюю кромочную петлю провязываю изнаночной. Четвертый изнаночный ряд. Первую кромочную петлю я снимаю и далее провязываю все петли лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Получается, в лицевом ряду мы убавляем одну петлю в начале ряда и вторую петлю в конце ряда перед кромочной петлей, провязывая по 2 петли вместе. В каждом изнаночном ряду мы никаких убавлений не делаем, просто провязываем все петли лицевыми, за исключением кромочных. И таким образом, чередуя лицевой и изнаночный ряд, мы убавляем далее, пока у нас не останется на спице 5 петель. Далее будем убавлять петли вместе. У меня на спице сейчас 5 петель. Получается, первую кромочную петлю я снимаю, следующие 2 петли я провязываю вместе одной лицевой за верхние правые стеночки. Далее провязываю 1 лицевая петля и кромочную провязываю изнаночной петлей. Сейчас получается идет изнаночный ряд, и у меня на спице располагается 4 петли. Я первую кромочную петлю снимаю, следующие 2 петли провязываю вместе одной лицевой за правые верхние стеночки и последнюю кромочную петлю провязываю изнаночной. Переворачиваем вязание на лицевую сторону. Первую кромочную петлю я снимаю, вторую провязываю лицевой, третья кромочная петля провязывается изнаночной. И сейчас в изнаночном ряду я провяжу эти 3 петли вместе. Первую кромочную петлю я снимаю, следующие 2 петли я провязываю вместе одной лицевой петлей и первую набрасываю петлю на вторую. И у нас на спице располагается сейчас 1 открытая петля. Далее вот эту рабочую ниточку я обрезаю чуть больше, чтобы сшить подошву этой ниткой. Далее вытягиваю рабочую ниточку и петельку нашу затягиваю. Мы, получается, связали с вами полностью нашу заготовку для слитка. Вот эта вот заготовочка должна у нас сейчас получиться от самого кончика начала до самого конца 42 сантиметра. Вот как мы и рассчитывали. Но так как кончики у нас уйдут в шов, мы мерим на петлю дальше. И вот это вот расстояние получается 41 сантиметр. И после того, как мы связали полностью всю нашу заготовку, мы ее должны сшить. Складываем нашу заготовку, получается, изнаночная сторона идет вовнутрь, лицевая снаружи. Получается, чтобы голубая сторона у нас была голубой вот этой стороне, мне надо сшить именно вот этот шов. И тогда вот голубая сторона будет располагаться к голубой. Получается, персиковая снаружи будет идти так, как и в первом нашем случае. В иголочку с широким ушком вдеваем вот эту вот нашу персиковую нить. И будем сшивать шов по подошве. Именно вот этот вот шов по подошве будем сшивать за кромочные петли. Вводим иголочку в кромочную петлю за 2 дужки в противоположную сторону. И получается, мы соединили вот эти вот 2 стороны. Теперь в персиковую часть вводим иголочку за 2 дужки кромочной петли. Получается, с изнанки на лицо с одной стороны. И также со второй стороны, с изнанки на лицо. Изнанка располагается у нас внутри. И вот таким вот образом мы сшиваем с одной стороны снизу вверх, со второй стороны снизу вверх, с одной стороны. Получается, за 2 дужки кромочной петли сшиваем наш шов.
И так далее сшиваем таким образом вот этот вот весь шов. В конце, когда у вас останется 6 петель, с одной стороны 3 петли и с другой стороны 3 петли, покажу, как далее сшивать шов. Я, получается, сшила весь шов до того момента, пока у нас вот здесь не осталось 6 петель. Смотрите, каким образом мы далее будем сшивать. Продеваем иглу во все 6 петель по кругу. Выводим иголочку на изнаночную сторону и просто вот этот вот кончик стягиваем. Вот такой вот шов у нас красивый и аккуратный получился. Пяточка вот такая вот закругленная, ничего острого здесь нету. С изнаночной стороны тоже смотрится все красиво и аккуратно. Далее вот этот вот розовый кончик прячем по изнаночной стороне самостоятельно. Далее маркером отмечаем примерно 11 сантиметров. Это вот отверстие, куда должна проходить ваша ножка. И получается, вот этот вот весь шов мы должны также с вами сшить. Если вдруг этого расстояния вам много, тогда можете сшить немножко больше. Получается, я вдела иголочку, тот кончик, который мы оставляли в самом начале, когда набирали 3 петли. И теперь смотрите, каким образом мы будем сшивать именно вот этот вот шов. Получается, мы его сшиваем не за кромочные петли, как сшивали первый наш шов, а вот эти вот дужки, которые располагаются сразу за кромочной петлей. Дужки от платочных дорожек, как с одной стороны, также со второй стороны. Получается, вводим в дужку вот эту вот от платочной дорожки. С одной стороны иголочку вводим снизу вверх и со второй стороны. С одной стороны снизу вверх вводим иголочку. И также со второй стороны. С одной стороны задушку, которая располагается сразу за кромочной косичкой. Со второй стороны. И таким образом мы сшиваем до нашего маркера, которым мы отметили нужное нам расстояние для сшития. Шов получается аккуратный, совершенно незаметный. Встретимся, когда сошьем равномерно весь шов до маркера. И у нас вот это вот расстояние получится 11 сантиметров от маркера до пяточки, не сшитая. Я сшила вот таким вот образом весь шов. Далее выводим эту нить на изнаночную сторону, закрепляем и обрезаем. На данный момент вот таким вот образом смотрится наш следок. Далее я сделаю обвязочку крючком. Для этого сейчас берем ниточку, я в моем случае возьму белого цвета. Выберите ту, которая вам хочется. И крючок примерно 3-3,5 миллиметра. Обвязку я буду начинать вот с этой части. Ввожу крючок сверху вниз, подхватываю нашу рабочую ниточку, и у нас на крючке образовалась вот такая вот петля. Далее в следующую кромочную петлю ввожу крючок, у нас на крючке уже 2 петли, и далее мы эти 2 петли между собой соединяем. У нас получаются столбики без накидов. И таким образом мы должны обвязать полностью по кругу наш следок. Получается, ввожу крючок в следующую кромочную петлю, подхватываю рабочую ниточку и соединяю между собой вот эти вот 2 петли. Ввожу крючок, подхватываю рабочую ниточку и соединяю 2 петли. И вот таким вот образом мы обвязываем наш следок. Обвязывайте не сильно туго, чтобы вот эта обвязка не стянула ваш край следка. Получается, обвязываем по кругу, встретимся вот в этом месте, где мы начинали.
Я обвязала по кругу полностью наш следок, и сейчас таким же образом я сделаю второй круг обвязки. Ввожу крючок уже за 2 дужки вот кромочной косички уже белого цвета. Подхватываю рабочую ниточку и соединяю 2 петли. Таким же образом, только вводим уже крючок за 2 дужки вот кромочной косички белого цвета в моем случае. В каждую кромочную петлю вводим крючок и обвязываем таким же образом второй круг. Вот таким вот образом получается. Обратно встретимся вот в этом месте, когда закончим полностью второй круг обвязки. Вот я закончила второй круг обвязки. Разровняем наш край, рабочую ниточку обрезаем, вытаскиваем ее вот таким вот образом. Далее прячем по изнаночной стороне самостоятельно эту нить. Вот таким вот образом на данный момент выглядит наш следок. Что касается цветочка, можете использовать вместо цветочка любое украшение, которое вам нравится. Получается, можете в пуговичку, можете брошку сюда сделать, можете оставить вот в таком виде. Если вас заинтересовал именно вот этот вот цветочек, пишите в комментариях, я обязательно сниму подробный мастер-класс, как сделать вот именно такой вот цветочек. Данный цветок можно отрегулировать в размерах, сделать меньше либо больше. Если вам понравился данный мастер-класс по таким вот чудесным следкам, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.